Всем привет, друзья! С вами Ирина, и сегодня я наконец-то начинаю пересаживать свои орхидейки. Начну я вот с этих. Сначала небольшая предыстория. Все орхидеи растут у меня в пенопласте. Вот в таких пластиковых лоточках. Обычно они белого цвета, но здесь у нас в Германии они только черного. Начинался этот эксперимент 3 года назад, и с тех пор все орхидеи я ращу в пенопласте. Если вы не видели мои видео о моем методе, пожалуйста, переходите в плейлист и смотрите. Я думаю, вы найдете там для себя много интересного. Итак, стараюсь я, конечно, выращивать в стеклянных кашпо, но иногда у меня есть и керамические, которые непрозрачные. Это две орхидейки разные. Вот это вот Yellow Chocolate. Она, кстати, вот видите, пускает цветонос. И вот это вот Vesuvius. Он пока цветоносов не пускает, но у него есть старые. Обе желтые, обе ароматные, обе с невысокими цветоносами. И в одном кашпо они смотрятся очень даже симпатично. Если вы не видели, вот в этом видео я показывала, как они одновременно цветут. Сейчас я их выйму из горшочка, посмотрю, что там у них с корнями. Наведу порядок, помою листочки. Постараюсь сделать так, чтобы листочки стали более глянцевыми. Ну, в общем, поехали. Вот так она легко вынимается. Пенопласт сразу осыпался. Так, горшочек, конечно, помою, но прежде чем помыть, расскажу. Здесь у меня на дне тоже пенопласт, тоже вырезанный вот из этих вот лоточков. Прям так прикладывала к дну и вырезала подходящие кружочки. Это для того, чтобы орхидейки не мерзли на подоконнике, потому что подоконники в этой квартире, к сожалению, каменные. Мне они очень не нравятся, от них постоянно веет холодом. И чтобы орхидеи как-то защитить от этого холода, вот, стоят они у меня на таких подставочках. Эти кружочки приклеены горячим пистолетом к основанию, но, правда, иногда они отпадают. Приходится переклеивать или просто подставлять. Вот как раз пока мыла кашпо, с него отпал уже пенопласт. Нужно будет снова его подклеить. Посмотрим, что у нас здесь с корешками. Эти орхидейки со мной уже почти 2 года. И вот 2 года они сидят, ну почти 2 года сидят в такой системе. В следующих видео я вам покажу уже самых своих старожилов, как у них корешки выглядят. Пенопласт немножко все-таки прирастает. Вот, стараюсь не отрывать, просто как-то распотрошить немножко. Видите, палочки это просто шпажки деревянные, они ничем не обработаны и обрастают вот таким мхом. Надо их просто выкинуть. На тот момент, когда цвели орхидейки, у меня не было подходящих палочек, держателей цветоносов, поэтому я использовала шпажки. Там внутри старые корешки, которые отжили свое, еще магазинные корешки. И я хотела бы их как-то удалить, как бы до них добраться. Ну, в общем, тот пенопласт, который мог, уже осыпался. Вот. К остальному орхидейка прикрепилась. Кстати, почему я выращиваю свои орхидеи в пенопласте и почему так можно, я рассказывала в одном из первых видео на моем канале. Вот здесь, пожалуйста, смотрите по ссылке. Ну, а сейчас посмотрим. Вот видите, на этой орхидейке четко видно, какова у нее была история сложная. Это вот тоже еще магазинный листик остался. Здесь видно, что
У нее много листочков отпало. У нее был сложный период адаптации к домашним условиям. Видно, сколько листиков она отсушила. Теперь мы это все удалим. Я делаю это пинцетом. Сложно, потому что здесь остался листочек, под которым эта вся чешуя держится, верхнего листочка. Вот видите, старые чешуйки, они довольно плотно облегают шейку орхидеи и приводят к тому, что вот корешок растет вниз, внутри чешуек. Вот здесь я половину этого листика удалила, вот вторая половина еще осталась. Видите, то есть мы открываем, а там корешок врос сам в себя. Поэтому я считаю, что эти чешуйки нужно периодически хотя бы все-таки удалять. Естественно, что на улице орхидеи никто так не чистит, они растут сами по себе, но у них там и условия, согласитесь, более природные, более подходящие для них. Поэтому они там и растут. Все, с этой справились. Вот смотрите, корешок пошел еще куда-то туда внутрь расти. Ну, с этим уже ничего не сделаешь. Вот он, судя по складке, вот здесь вот пошел расти. Но он, в общем-то, вылезет, когда вот этот листочек отживет свое. А может, уже и пробивается где-то там. Тут корешки тоже под чешуйками такие съеженные. Так, посмотрим, что у второй. Второй буквально... один листочек отпадал. Сейчас чешуйку надо удалить. Теперь нужно приступить к корешкам. Вот здесь какая-то чешуйка висит. Совсем плохая. Так, удаляю все сухие корни, которые совсем уже засохли. Они обычно где-то там изнутри растут. Но тут нужно проверять, чтобы этот сухой корешок был действительно сухим, потому что бывает так, что начало корешка сухое, а потом он живой. Чтобы не перепутать, нужно проверять. Так, это уже у следующей орхидейки. Кстати, очень классные ножницы. Мы купили на Алиэкспресс. Мне муж нашел, заказал. Сказал, что ты мучаешься всякими кусачками. И я действительно ими довольна. Сначала относилась так скептически, но потом осталась очень довольна. Ссылку на них я вам оставлю в описании под видео. У них есть тут такой фиксатор. Мне они очень нравятся. Надеюсь, вам тоже пригодятся. Вот видите, например, корешочек. Сначала он идет такой сухой, а потом бац, и живой пошел дальше. Это нормально, такие корни я не трогаю. Ну что ж, больше сухих корешков я здесь не вижу. Все живые. Вот смотрите, аж сколько корешков было сухих. Это еще те, которые остались у них с детского возраста, с тех пор, как они были куплены в магазине. Вот это вот кучка отходов. От них такая маленькая. Конечно, они из-за того, что растут в одном кашпо, там переплелись. Я их расплетать, естественно, не буду. Пусть так и растут. Правда, вот видите, один недостаток. Одна орхидейка пошла чуть выше расти. Вторая все еще сидит. У нее, видимо, скорость роста не такая большая. И мне интересно, со временем они как? Будут совсем разного роста? И придется их все-таки разделять? Или они как-то выровняются? В общем, вот этот еще нюанс нужно учитывать, если хотите сажать орхидейки в один горшок. Так, а сейчас я хочу им еще листочки промыть. Смотрите, в этот раз я хочу сначала вытереть листочки от налета. Взяла специально вот такую вискозную тряпочку.
Ее, кстати, очень хвалят для ухода за орхидеями. Так вот, сначала я хочу вытереть листочки от налета. Когда опрыскиваешь орхидеи, оставляются иногда такие кальцинированные разводы. Ну, это вода такая просто у нас. Поэтому я хочу так протереть, а потом я их все-таки помою под краном. Вот. Говорят, что вот эта вот тряпочка хорошо полирует листики. Вот видите, вот это новый листик, он сам по себе такой блестящий. А вот это вот уже старые листики, они так жухнут немножко и уже перестают блестеть. Вот, то ли это от пыли, которая не вытирается из них, то ли это просто закрывается налетом от воды. И говорят, что вот эта вот тряпочка дает листикам снова блестеть. Но, естественно, я тру нежно. Никакими полиролями, там, специальными средствами я не хочу пользоваться для орхидей. Все-таки, как ни крути, но это, мне кажется, уже лишнее. Лишний маркетинговый ход всякий. Тем более, что эти средства стоят дороже, чем удобрения для орхидей. Видите, старый листочек, бедный, весь такой покоцанный. Зато новые красавчики. Вот я ее помыла, немножко вытерла и посадим обратно. Так, я просто засыпала, не трамбовала практически. Вот еще осталось сколько пенопласта. После полива пенопласт иногда вот проваливается в пустоты. Видите, там сколько пустоты осталось. И я потом подсыпаю по мере надобности. Как поливать орхидеи в пенопласте я показывала и рассказывала вот в этом видео. Там же про удобрения. Еще раз повторюсь, что пенопласт нужен просто для того, чтобы зафиксировать орхидею в горшке. Покажу вам еще, как цветет Везувиус, потому что пока пересаживать его не собираюсь. И не знаю, когда выйдет следующий обзор. Ой, вернее, не Везувиус, а Joy Fairy Tale. Вот так вот он цветет. Тоже ароматный, пахнет вкусненько. У него тут тоже 2 орхидеи в горшке. Уже практически 3, потому что вот детка уже обгоняет маму. И вот он тоже весь такой живет в пенопласте. И вот тут будет у него 4 бутончика. Красавчик. Ну и на этом, друзья, я с вами прощаюсь. В следующих видео мы уже будем пересаживать орхидеи с более сложными корнями. Там больше сухих корней. Посмотрим, что к чему. Ставьте лайки, если вам понравилось. Жмите колокольчик внизу, чтобы не пропускать новые видео. И всем пока и до новых встреч!